Под каждым роликом, где Россию называют оккупантом, начинается один и тот же сценарий. В комментарии набегают Z-патриоты и начинают буквально кричать: «Да Советский Союз был добрейшей душой! Мы вам заводы строили, школы открывали, больницы поднимали на оккупированных территориях». Знаете, что самое интересное? Про заводы и школы это правда. Вот только строили все это не ради блага трудящихся. Это была классическая системная стройка колониальной инфраструктуры. Точно такой же, какую в свое время возводили англичане в Индии или бельгийцы в Конго. И сегодня я вам это докажу на конкретных фактах и цифрах. А в самом конце вы увидите, как эта же самая схема работает прямо сейчас, в наши дни, и почему она грозит распадом уже самой России. Вспомните, что обещал Ленин, когда только-только создавал Советский Союз. Обещал он, прямо скажем, сказку. Каждому народу по собственной республике, полная автономия, право говорить, учиться и творить на родном языке. И вишенка на торте — право в любой момент выйти из состава Союза, если захочется. Это не просто слова на митингах, это черным по белому вписали в Конституцию. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. Звучит как идеальный союз равных, правда? А теперь давайте посмотрим, что построили на самом деле. Право выхода в Конституцию внесли. А вот механизм, как именно им воспользоваться, какие шаги предпринять, прописать забыли. Вообще. Реальный закон о порядке выхода приняли только в 1990 году, за год до краха СССР, когда удерживать республики силой было уже просто невозможно. Но ладно законы. А что случилось с теми, кто воспринял обещания об автономии всерьез? С теми, кто искренне начал развивать культуру своих народов, поднимать национальные республики? Их просто расстреляли. В конце 30-х по всей стране прокатилась волна жесточайших зачисток. Узбекистан, Казахстан, Татарстан, Марел, Карелия, Якутия. Первое, самое яркое поколение национальной интеллигенции, писатели, ученые, языковеды, те, кто буквально создавал современную культуру своих народов, были ликвидированы. По одним и тем же приказам из одного и того же московского кабинета. Люди заплатили жизнями просто за то, что поверили в советские обещания. И вот на этом кровавом фоне начинается та самая великая стройка. Да, заводы росли, дороги тянулись, школы открывались. Но давайте снимем розовые очки и посмотрим, как и куда вели эти дороги. У любой колониальной империи логистика устроена одинаково. Сырье идет в одну сторону, а деньги в другую. Мне тут же возразят: ну хорошо, школы, вы же сами признали, школы строили, грамотность подняли с нуля. Да, подняли. Но цель была прагматичной до цинизма. Человек, который вчера пас коз в степи, должен был завтра встать к сложному станку и выдать норму по плану. Неграмотный рабочий не сможет прочитать чертеж или инструкцию по технике безопасности. Образование в СССР было не подарком для души, а банальным апгрейдом рабочей силы, тюнингом инструмента. Более того, это образование давали так, чтобы попутно стереть историческую память. Письменность многих народов за какие-то 10 лет умудрились перекроить дважды. Сначала принудительно перевели на латиницу, а потом на кириллицу. В результате в одной и той же семье дед, отец и внук переставали понимать письменный язык друг друга. Вам давали грамотность ровно в той степени, чтобы вы могли прочитать приказ начальства, и ровно так, чтобы вы больше никогда не смогли прочесть рукописи собственных предков. Но этот грамотный работник создавался ради одной цели — качать ресурсы. Переходим к главному, к экономике выкачивания. Возьмем Узбекистан и его знаменитый хлопок — белое золото. Республика выращивала его в колоссальных нечеловеческих объемах. А знаете, сколько хлопка перерабатывалось на месте? В самом Узбекистане. Менее 10%. Все остальное сырье подчистую увозили в Россию. Там работали текстильные фабрики, там шили ткани, там оседала вся прибыль и добавленная стоимость. Узбекистану милостиво оставляли выжженное поле и согнутую спину. Классическая колониальная схема из учебника истории. Сырье берем на периферии,
Деньги и производство оставляем в метрополии. А кто собирал этот хлопок? В советские годы на поля Средней Азии ежегодно выгоняли детей. В одной только республике больше миллиона школьников каждый сезон. Школы закрывались с сентября по декабрь. Какая учеба? Все на плантации. Дети собирали этот хлопок вручную, под первым снегом, обдирая замерзшие пальцы о мокрые коробочки ради выполнения плана. Миллион детей вместо уроков пашут на полях. Вот вам и вся забота о советском образовании. Это был узаконенный рабский труд под соусом трудового воспитания. А чем за этот хлопок заплатила природа? На планете было уникальное Аральское море, четвертое по величине озеро в мире. Огромная экосистема, порты, рыболовство. Но в 60-х Москва решает, хлопка нужно еще больше, любой ценой. Две великие реки, питавшие Арал, просто развернули на полив полей. Сегодня Арала нет. Там мертвая соляная пустыня, а ржавые корабли стоят посреди песков, в сотни километров от воды. Целое море буквально испарили ради сырья, которое увозили в центр. Или посмотрите на Казахстан. Семипалатинский полигон. За 40 лет на казахской земле провели 456 ядерных испытаний. Больше сотни прямо в атмосфере. Радиационному облучению подверглись 1,5 миллиона человек. Генетические мутации там аукаются до сих пор. Дети рождаются инвалидами. Хлопок забрали, море осушили, землю превратили в ядерный полигон. Это называется братская помощь? Или это банальное хищническое использование чужой территории? Тут защитники Союза обычно достают самый главный козырь. Подожди, а как же Прибалтика? В Латвии, в Литве и Эстонии жили лучше всех в стране. Их-то вы точно не грабили? Абсолютно верно, их не грабили. Страны Балтии были официальной витриной Советского Союза. Зарплаты там держали в 2-3 раза выше, чем по РСФСР. Снабжение было по высшему разряду, а дефицитные товары лежали в магазинах совершенно свободно. Но важно понимать, как устроена витрина. Из витрины не воруют, ее украшают. Это делалось не из любви к эстонцам или латышам. Это была показуха для внешнего мира. Посмотрите, кап-страны, как расцветает Прибалтика под крылом социализма. А теперь заглянем за эту красивую ширму. Всего за одну ночь в марте 1949 года из 3 республик Балтии в Сибирь депортировали около 95 тысяч человек. За одну ночь. Людей поднимали прикладами в дверь, давали пару часов на сборы и грузили в товарные вагоны. Через лагеря и депортации прошел каждый 10-й взрослый житель стран Балтии. А на освободившиеся места эшелонами везли рабочих из российских регионов, чтобы искусственно изменить этнический состав республик и ассимилировать их. Вот вам и вся советская модель. Одни регионы нещадно доят, из других делают красивую выставку, но цель всегда одна – тотальный контроль. Послушных гримируют, строптивых пакуют в вагоны, холодный имперский расчет. Правда, есть один нюанс. Если эта система была такой мощной и хитрой, почему она в итоге не смогла прокормить даже саму себя? Самый неудобный факт для любителей советского величия заключается в том, что эта империя была экономически бездарной. Она выкачивала колоссальные ресурсы, но оставалась голодной. Да, первые десятилетия был мощный промышленный рывок, индустриализация. Но как он был достигнут? Экономисты, получившие за эти исследования Нобелевскую премию, объясняют все на пальцах. Советская власть силой выдернула миллионы крестьян из деревень и загнала их на заводы. Чисто математически вчерашний крестьянин у станка производит чуть больше, чем в поле с сахой. Вот вам и весь взрывной рост, который обеспечили за счет ограбления собственной деревни. Но такой рост быстро выдыхается. Нельзя переселять людей бесконечно. Нужна эффективная экономика, которая создает, а не просто распределяет. А ее создать так и не смогли. Царская Россия, отсталая, лапотная, как ее рисовали в советских учебниках, была главным экспортером зерна в мире. В 1913 году она продавала за рубеж столько хлеба, сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые. С лошадью и деревянной сахой Россия кормила Европу. Потом пришла советская власть с тракторами, колхозами, передовой наукой и ядерной бомбой.
Есть знаменитая фраза «Сталин принял страну с Сахой, оставил с атомной бомбой». Но скажите мне, какой в этом смысл, если Саха страну кормила, а бомба нет? Колхозная система полностью уничтожила у крестьянина мотивацию работать. Зачем вкалывать, если урожай все равно заберут за бесценок? В итоге урожайность зерна смогли вернуть к уровню царской России только к середине 50-х годов. 40 лет советской власти понадобилось, чтобы просто догнать показатели царя с его лошадями. А с 1963 года СССР, великая космическая сверхдержава, начинает регулярно закупать зерно за границей. У Канады, Австралии и тех самых Соединенных Штатов, с которыми вела холодную войну. Хрущев тогда сам назвал это одним словом – позор. Оцените масштаб катастрофы. Страна с лучшими черноземами мира ходит на поклон к геополитическому врагу, чтобы купить хлеб. Это не сверхдержава. Это неэффективная машина, которая умела только отбирать и делить, но абсолютно не умела созидать. Проект был обречен. И когда этот колосс на глиняных ногах рухнул, нам начали рассказывать сказки о том, как неблагодарные республики продали союз и разбежались. Но кто кого бросил на самом деле? Нам твердят, они от нас откололись, предали великую страну ради американских джинсов и жвачки. Все было с точностью да наоборот. К концу 80-х даже в кремлевских кабинетах научились считать деньги. Республики были истощены. Орал высох. Шахты выработаны. Земля выжжена. Содержать, контролировать и датировать эту огромную территорию стало банально дороже, чем получать с нее прибыль. И Москва поступила так, как поступала любая империя в истории. Она просто сбросила балласт. Британия ушла из Индии не от внезапной доброты, а потому что расходы на управление превысили доходы. Франция ушла из Алжира, Бельгия из Конго. В 1991 году Россия сделала ровно то же самое. Логика была простая. С вас больше нечего взять. До свидания. Весной 1991 года прошел знаменитый референдум о сохранении СССР. Больше 75% граждан проголосовали за сохранение Союза. Люди-то как раз хотели остаться, кому хочется терять единые связи. Но их мнение никого не волновало. Бумаги о распуске подписали именно в центре. Костер потух, дрова кончились. Кормить периферию стало невыгодно. Колониальный марш всегда заканчивается одинаково. Выкачал, истощил, бросил. Но завершилась ли эта история в 91-м? Или империя просто сбросила внешнюю оболочку, а сама суть осталась? В 1991 году ушли 15 союзных республик. Но сама имперская матрица никуда не делась. Она просто сжалась и переехала внутрь Российской Федерации. Посмотрите на современную карту России. Работает абсолютно та же схема. Все ключевые ресурсы – нефть, газ, золото, алмазы, никель, уголь, лес – добываются в регионах. В Сибири, на севере, на Дальнем Востоке, в национальных республиках. А где оседают все деньги? Налоги и штаб-квартиры корпораций. В Москве и Санкт-Петербурге. Регионы, на чьей земле добываются триллионы, сами остаются бедными, закредитованными и вымирающими. Это точная копия Узбекистана с его хлопком. Только теперь колониальная политика ведется против собственных граждан, внутри одной страны. И это не дела минувших дней. Это происходит прямо сейчас, на наших глазах. Помните историю с Аральским морем, которую осушили ради плана по хлопку? А теперь посмотрите, что происходит с Байкалом, глубочайшим озером планеты, где хранится пятая часть всей пресной воды Земли. Зимой 2025 года Госдума принимает закон, разрешающий сплошную вырубку леса вокруг Байкала. Президент его подписывает, и весной 2026 года этот закон официально вступает в силу. Вы понимаете, что происходит? То, что они сотворили с Аралом в 60-х, они готовы повторить с Байкалом сегодня. Просто ради продажи кругляка. Та же логика временщиков. Забирай все, что можешь прямо сейчас, а после нас хоть пустыня. Это не пыльный архив истории. Это реальность, запущенная буквально пару месяцев назад. Может показаться, что я сгущаю краски или ищу заговор там, где есть просто глупость. Но они ведь никогда особо и не скрывали своих истинных мыслей. Они сами все сказали. В конце 30-х годов в СССР вышел пафосный пропагандистский фильм «Великий гражданин».
Там главный герой, сугубо положительный коммунист, мечтает вслух. Цитата. «Эх, лет через 20 после хорошей войны выйти да взглянуть на Советский Союз, республик этак из 30-40. Черт его знает, как хорошо». Вслушайтесь в эти слова. После хорошей войны. Республик из 30-40. Любое крупное кино в те годы проходило через личный цензурный фильтр Сталина. Каждая строчка утверждалась на самом верху. И если эта фраза попала на экран, значит это была не случайная отсебятина сценариста. Это была официально одобренная верхушкой мечта. Мечта о войне ради расширения территорий. Ради новых республик, из которых можно будет качать ресурсы. Они сами озвучили свою имперскую суть еще 80 лет назад. Так давайте вернемся к тому самому Z-комментарию, с которого мы начали. Мы вам все построили, а вы, неблагодарные, отвернулись. Теперь вы точно знаете, что им ответить. Да, вы построили заводы, чтобы перерабатывать наше сырье и забирать чистую прибыль. Да, вы открыли школы, чтобы мы могли прочесть ваш приказ, но забыли язык своих дедов. Спасибо за больницы, но они не перевесят ни уничтоженного Аральского моря, ни миллионов детей на хлопковых плантациях, ни депортации в Сибирь, ни искалеченных радиацией жизней. Другие мировые империи нашли в себе силы посмотреть правде в глаза. Премьер-министр Британии приезжал на место массовых расстрелов в Индии и открыто называл это позорной страницей британской истории. Президент Франции признал колонизацию Алжира преступлением против человечности. Король Бельгии выразил глубочайшее сожаление за геноцид в Конго. Да, они не исправили все в один миг, но они хотя бы вслух произнесли правду. То, что мы называли цивилизаторской миссией, было обычным грабежом. Россия не сделала этого до сих пор. Она не просто не извинилась, она отрицает сам факт колониализма. Она продолжает называть это братством и искренне считать, что бывшие республики ей чем-то обязаны. И вот напоследок одна простая, но железобетонная цифра. Финляндия вышла из состава Российской империи в 917 году. Чуть больше 100 лет назад. Тот же суровый северный климат. Та же природа, а по соседству российская Карелия, где живет тот же финно-угорский народ. Одна земля, две разные судьбы. Сегодня средний житель Финляндии живет в разы богаче, качественнее и свободнее, чем житель российской Карелии. В разы. На абсолютно одинаковой земле. Вот вам и весь ответ на вопрос, кто кому помог. Те, кто вовремя ушел, построили нормальную, сытую жизнь для людей. А те, кто остался, до сих пор отправляют все ресурсы в Москву и слушают бесконечные сказки про величие и братские узы. И пока центр не сделает то же, что сделали Лондон, Париж и Брюссель, пока не назовет вещи своими именами и не признает, что это был колониальный грабеж, страна будет ходить по одному и тому же кругу. Выкачать, истощить, бросить. В 1991 году этот круг завершился для 15 республик. Сегодня он вовсю крутится для российских регионов. И однажды от этой системы отколется уже не за граница, а то, что Москва до сих пор считает своей неотъемлемой собственностью. Потому что из барака, где процветает один хозяин, а все остальные копают землю за бесценок, люди рано или поздно уходят. Уходят и навсегда закрывают за собой дверь.